Марк Смит из Далласа, штат Техас, давно мечтал о путешествии, в котором не будет ни расписаний, ни суеты, ни чужих планов. Поэтому однажды он просто сел в машину и отправился в одиночную поездку по Мексике. Он хотел увидеть маленькие города, старые дороги, пустынные пейзажи и настоящую жизнь вдали от туристических маршрутов. Но именно в такой поездке он совершил поступок, который сначала показался ему самым добрым решением в жизни, а через несколько дней едва не обернулся серьезными проблемами. Все началось в небольшой мексиканской деревушке, куда Марк заехал почти случайно. Он остановился у дороги, чтобы купить воды и немного размяться после долгого пути. Улица была пыльной, жаркой и шумной. Мимо проходили люди, где-то лаяли собаки, возле лавки разговаривали мужчины, а в тени старой стены сидело крошечное грязное существо. Сначала Марк подумал, что это обычный бездомный котенок. Маленький, худой, с взъерошенной шерстью и огромными настороженными глазами. Он выглядел так, будто давно не ел и уже почти потерял силы. Котенок тихо мяукал, потом поднялся и неуверенно пошел за Марком. В его походке было что-то жалкое и трогательное. Марк остановился, посмотрел на него и почувствовал, как внутри все сжалось. Он всегда любил животных и не мог спокойно проходить мимо чужой беды. В Далласе у него раньше была кошка, и после ее смерти дом казался слишком пустым. Поэтому, увидев этого малыша, Марк сразу подумал, что должен помочь. Хотя бы накормить, хотя бы отвезти в приют, хотя бы не оставить умирать на улице. Котенок подошел совсем близко и потерся о его ботинок. Марк уже наклонился, чтобы взять его на руки, но в этот момент услышал громкие крики. Несколько местных жителей начали что-то кричать ему на испанском. Они махали руками, показывали, чтобы он отошел, и выглядели очень взволнованными. Марк растерялся. Его испанский был слабым, и он не мог понять всего, что они говорили. Он уловил только общий смысл – не трогать, не брать, не подходить. Но почему? Перед ним ведь был всего лишь маленький котенок, беззащитный, грязный и голодный. На секунду Марк заколебался, но затем малыш снова жалобно мяукнул и попытался забраться ему на ботинок. Сердце Марка окончательно дрогнуло. Он решил, что местные либо слишком суеверны, либо просто не хотят связываться с бездомными животными. А может, подумал он, они просто шутят над иностранцем, который ничего не понимает. Не обращая больше внимания на крики, Марк осторожно поднял котенка. Тот был неожиданно тяжелее, чем казался, но все равно выглядел слабым. Малыш не сопротивлялся, только тихо пищал и дрожал. Марк прижал его к себе, быстро вернулся к машине, завернул находку в старый свитер и сел за руль. Когда он отъезжал, несколько людей все еще кричали ему вслед. Один мужчина даже выбежал на дорогу, но Марк уже решил, что поступает правильно. Он спасает животное. Что в этом может быть плохого? Первые часы после этого он думал только о том, где найти корм и воду. В маленькой деревне ничего подходящего не оказалось, поэтому Марк поехал в город побольше. Котенок лежал на свитере, почти не двигался и лишь иногда поднимал голову. Марк разговаривал с ним мягким голосом, обещал, что скоро все будет хорошо, и сам удивлялся, как быстро привязался к этому существу. Когда ему, наконец, удалось купить корм, малыш набросился на еду так, будто не ел несколько дней. После воды и нескольких кусочков он заметно оживился. Его глаза стали более внимательными, движения увереннее. Марк смотрел на него и все сильнее убеждался, что не сможет просто оставить его в каком-то случайном приюте. Сначала он действительно думал найти местную организацию помощи животным. Но чем дольше он ехал, тем больше сомневался. Он видел бедные улицы, истощенных собак, закрытые двери небольших ветеринарных пунктов и понимал, что не уверен в будущем этого котенка. В конце концов Марк сказал себе, он заберет малыша в США, покажет хорошему ветеринару, вылечит, а потом оставит у себя. Так у него появилась новая цель.
Вернуться домой уже не одному. Путь до Далласа был долгим, почти сутки дороги. Усталость, остановки на заправках и попытки следить за котенком, который после еды стал гораздо активнее. Он исследовал салон машины, забирался под сиденье, нюхал сумки и пытался выбраться из свитера. Марк даже начал смеяться. Еще утром это было несчастное создание, а теперь настоящий маленький хозяин автомобиля. На границе у него, конечно, спросили про животное. Марк, не желая лишних проблем, сказал, что путешествует со своей кошкой. Пограничники переглянулись, задали пару вопросов, но очередь была длинной, машин много, и вскоре ему разрешили ехать дальше. Марк выдохнул с облегчением. Он был уверен, что самое сложное осталось позади. Но на самом деле все только начиналось. Вернувшись домой, Марк первым делом записался к ветеринару. Он понимал, что животное с улицы могло быть больным, зараженным паразитами или обезвоженным. К счастью, прием назначили уже на следующее утро. Марк решил, что после осмотра купит все необходимое. Нормальный корм, переноску, лоток, игрушки. Он даже придумал имя — Китти. Просто, ласково и по-домашнему. Однако утром Китти вела себя совсем не так, как Марк ожидал. Она исчезла. Маленькое животное пряталось то под диваном, то за шкафом, то под раковиной. Когда Марк пытался взять ее на руки, она шипела. Один раз она так резко бросилась вперед, что едва не укусила его за палец. Марк был поражен. Еще вчера она казалась слабой и доверчивой. Сегодня же в ней словно проснулся дикий характер. Она выгибала спину, рычала низким странным звуком и смотрела на него так, будто он был врагом. Наконец, надев плотные перчатки, Марк сумел посадить Китти в старую переноску, которая осталась у него от прежней кошки. Всю дорогу до клиники животное шипело, царапало пластиковые стенки и металось внутри. Марк пытался успокоить ее голосом, но от каждого его движения она становилась только злее. Ветеринар встретил их спокойно, но едва заглянул в переноску, выражение его лица изменилось. Он ничего не сказал сразу, только нахмурился и попросил Марка рассказать, где именно тот взял животное. Марк ответил уклончиво, нашел на улице во время поездки. Он не стал подробно говорить о Мексике, криках местных жителей и пересечении границы. Тогда это казалось ему неважным. Ветеринар предложил осмотреть животное, но сделать это оказалось почти невозможно. Как только он приблизился к клетке, Китти резко бросилась вперед и ударила лапой по решетке. Когти были длинными, сильными и совсем не похожими на когти обычного истощенного котенка. Ветеринар отдернул руку. Марк спросил, можно ли дать успокоительное. Ветеринар ответил, что животное выглядит слабым, и седативные препараты могут быть опасны. Затем он сказал, что лучше пока вернуть Китти домой, несколько дней кормить специальной пищей, дать ей окрепнуть, а потом приехать снова. Марку это показалось разумным. Он забрал пакет с кормом, поблагодарил врача и поехал домой. Он не заметил главного. Ветеринар был слишком напряжен, слишком осторожен и слишком быстро завершил прием. Как только Марк уехал, врач взял телефон и позвонил в полицию. Он не был уверен во всех деталях, но уже понял главное. К нему принесли не домашнего котенка. Перед ним было дикое животное, причем редкое и охраняемое. Ветеринар испугался, что Марк мог незаконно привезти его из-за границы или купить у браконьеров. Разбираться самому он не хотел, поэтому сообщил властям. Марк же ничего об этом не знал. Дома он насыпал Китти специальный корм и ожидал, что она сразу начнет есть. Но она только понюхала миску, откусила маленький кусочек, выплюнула и скрылась под мебелью. Марк устало опустился на диван. Его добрая затея уже не казалась такой простой. Он хотел спасти бездомного котенка, а получил дикое, злое, непредсказуемое существо, которое не позволяло к себе приблизиться. Через несколько часов раздался громкий стук в дверь. Марк вздрогнул. Стук был таким сильным, будто дверь пытались выбить. Он подошел к окну и увидел на крыльце двух полицейских. Сердце у него ухнуло вниз.
Он не понимал, что могло случиться. Он никогда не имел проблем с законом и не представлял, почему полиция приехала именно к нему. Он открыл дверь, собираясь спокойно спросить, в чем дело, но офицеры почти сразу вошли внутрь. Один из них быстро спросил: «Где животное?» Марк растерялся. «Какое животное? Кот! Где кот?» От этого вопроса ему стало не по себе. Значит, они пришли из-за Китти. Но откуда они узнали? И почему действуют так, будто речь идет не о бездомном котенке, а о чем-то опасном? Марк попытался потребовать объяснений, но полицейские уже осматривали гостиную. Один из них сказал, что им нужно немедленно найти животное, другой вызвал кого-то по рации. Через открытую дверь Марк увидел, как к дому подъезжает фургон службы контроля за животными. В этот момент Китти сама выдала себя. Из-под шкафа показалась маленькая морда. Животное замерло, прижав уши, затем метнулось через комнату. «Вот оно!» — крикнул офицер. Началась настоящая погоня. Китти носилась по дому с невероятной скоростью, прыгала на мебель, пряталась под столом, шипела и бросалась на людей. Полицейские были в толстых перчатках. Сотрудники службы контроля за животными принесли сетку и специальную клетку. Марк стоял посреди комнаты, совершенно ошеломленный. Его дом за несколько минут превратился в место операции по поимке дикого зверя. Наконец Китти загнали в угол. Она билась в сетке, рычала и царапалась так яростно, что у Марка по спине пробежал холод. Только теперь он начал понимать, это действительно была необычная кошка. Когда животное посадили в клетку, Марк потребовал объяснений. Один из офицеров сказал, что сигнал поступил от ветеринара. Им сообщили о незаконном содержании дикого животного. Подробности они сами почти не знали, но должны были изъять его немедленно. Марк тут же позвонил в клинику. Ветеринара на месте не оказалось, но помощница, похоже, уже ожидала этот звонок. Она осторожно объяснила, что врач не сказал правду сразу, потому что не знал, как Марк отреагирует. По его мнению, безопаснее было передать дело полиции, и тогда Марк услышал то, от чего у него пересохло во рту. Животное, которое он считал бездомным котенком, на самом деле было молодой мексиканской рысью, диким хищником, редким видом, который нельзя держать дома, перевозить через границу без разрешений и тем более выдавать за обычную кошку. Марк сел на стул и закрыл лицо руками. В памяти всплыли крики жителей деревни. Они не шутили. Они не были жестокими. Они пытались предупредить его. Они знали, что перед ним не домашний котенок, а дикое животное, которому место вовсе не в машине, не в квартире и не в человеческой семье. Позже Марка вызвали для объяснений. Он рассказал все, как было. Поездка, деревня, грязный малыш у дороги, предупреждения на испанском, которых он не понял, граница и желание помочь. История звучала странно, но после проверки полиция не нашла у него никаких признаков связи с незаконной торговлей животными. Он не пытался продать рысь, не держал других редких зверей и действительно действовал из жалости. Обвинений против него не выдвинули, но ему строго объяснили, что добрые намерения не отменяют законов и не заменяют знаний. Иногда спасение дикого животного требует не спонтанного решения, а звонка специалистам. Молодую рысь передали в Центр спасения диких животных. Там ей должны были помочь восстановиться, вырасти и научиться жить без людей. Когда она окрепнет, специалисты планировали вернуть ее туда, где ей и было место, в природную среду Мексики. Марк еще долго думал об этой истории. Он спасал котенка, а на самом деле едва не погубил дикого зверя и не нажил себе серьезных проблем. Теперь он понимал. Жалость — важное чувство, но рядом с ней должны быть осторожность и ответственность. Ведь иногда самое доброе, что человек может сделать для дикого животного — не забрать его с собой, а вовремя позвать тех, кто действительно знает, как ему помочь.